Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Кто хочет прыгнуть в вашу постель? Пошалим опять немного. Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И смотрим, в каких же энергиях вы находитесь. Смотрите, вам очень хочется влюбиться. Вот у вас такое состояние, знаете, не свершившейся любви. Женщина, которая была для вас всем, которая очень важна для вас, которую вы любили, осталась в прошлом, осталась далеко позади. Но очень хочется снова вернуть то состояние любви, состояние влюбленности. Но в то же время может проигрываться ситуация, когда вы, несмотря на то, что вот вам хочется, да, влюбиться, вы очень так осторожно относитесь к женщинам. Есть недоверие к женщинам. Может у некоторых проигрываться даже какая-то такая, ну, не то чтобы ненависть, но отторжение вообще ко всем женщинам, да, когда считают женщину неверной, то считают почему-то всех неверными, да, вот когда одна предала женщина, либо же все корыстные, да, вот в таком ключе, то есть некое недоверие есть. Также у некоторых из вас может проигрываться ситуация, что вы еще имеете надежду все вернуть, да, вот именно с вашей императрицей распрекрасной, которая у нас выпала в начале расклада. Вот вам бы еще все равно хотелось все вернуть, да, несмотря на то, что много чего между вами произошло, вы готовы простить, потому что, ну, не готовы вы отпустить ее, не можете вы ее разлюбить. Это как какое-то наваждение вот с вашей стороны, да. Вот если бы вам сейчас сказали, что вот она придет, да, вот она покается, да вы бы там, я не знаю, вы бы продолжали все так же звезду с неба для нее доставать. Но опять же, и повторюсь, это не у всех проиграется, потому что это общий расклад, но тем не менее такой момент показан сегодня у нас тоже в раскладе. Так, что еще есть в вашей жизни? Вы такой вообще боец, вы рубаха-парень, я вам скажу. Вот рубаха-парень, но в душе с тотальным одиночеством. Вы такой правдолюб, вы можете пойти один против толпы. Вы, кстати, очень большой ревнивец еще, несмотря на то, что вы довольно неплохо сами выглядите. В принципе, даже вот если по возрасту вы уже, ну, такой в годах, так скажем, да, вы на свой возраст довольно неплохо выглядите, вы себя, ну, держите в руках, что ли, да, вот и ухаживаете за собой. Я не могу сказать, что вы прям опустили руки и начали ходить там с бородой по пояс, небритый, немытый, грязный, вонючий, да. Абсолютно нет. Здесь как раз проигрывается совершенно иная ситуация. Смотрите, здесь еще такой момент, что вы человек, который легкий на подъем, вы очень такой, знаете, находчивый, очень такой компанейский, что ли. Вы человек, который всегда готов прийти на помощь. И знаете, вот, ну, многие люди как-то вот пользуются вашей добротой. Вот вы готовы помогать людям, даже когда вас не просят. Вот как-то протянуть руку, что ли. Но, тем не менее, знаете, вот есть такой момент, когда реально люди пользовались вами. Вот пользовались, это может касаться даже работы, это может касаться отношений. Так, давайте-ка теперь смотреть, какая же женщина пришла к нам на расклад. Кто же хочет прыгнуть в вашу постель? Это женщина моложавая. Однозначно она моложе вас. Это женщина, которая, вот она ищет легких приключений, да? Это женщина, которая, в общем-то, она с вами знакома. Другое дело, что как-то вот вы особо ее не рассматривали, да, вот для любовных утех, потому что, ну, вы более такой серьезный, что ли, человек, да, вот она более беспечная, она больше такая
легкая, она создана больше для легких отношений, да. Плюс человек, который, ну, довольно скрытный, она вот когда знакомится с мужчинами, она про себя все не рассказывает, она как-то вот закрытая, таинственная, хотя да, она может быть веселушка, хохотушка, она очень нравится мужчинам, мужчины готовы соперничать за нее, такая вот дама, которая, ну, заставляет обернуться вслед. Женщина, она, знаете, она с одной стороны, да, она старается жить по совести, по чести, но как-то вот с мужчинами она так, знаете, вот легко динамит, как называют, вот динамщицы такого рода. Поэтому она как-то, знаете, вот она тоже в свое время положила глаз на вас, и вот ей захотелось и вас затащить в свои сети. Но давайте будем смотреть, что же у нее из этого получится, да? Так. Смотрите, она в своей жизни, она ни одному мужчине разбила сердце. Вот она именно, я ее называю динамщицей, потому что вот это те женщины, которые вот поматросили и бросили. Обычно так мужчин называют, но в данном случае это женщина. Она любит пьянки, гулянки. Она, как правило, знакомится с мужчинами где-то на застольях, да, может быть, это какие-то ночные клубы, может быть, дни рождения, ну, то есть там, где вот собирается толпа, да, где можно подцепить, так сказать, мужчину. Она где-то с вами пересекалась тоже на каком-то застолье. Я склоняюсь все-таки, что это было какое-то застолье. Но она не рискнула, потому что уж слишком вы серьезные, что ли, ей показались. Вот она не рискнула к вам подойти. Но, тем не менее, вот она затаила мысль, чтобы охмурить и прыгнуть к вам в постель. Что же она будет делать или не будет? Давайте будем смотреть. Так. Она попытается с вами сближаться. Причем, смотрите, она будет, ну, чуть ли не план разрабатывать, вот как-то друзья-приятели ей помогут. Как можно вот охмурить вас? Я бы сказала, такой, знаете, вот план по захвату вас. Она попытается вот каким-то образом то ли прикинуться, вот когда вы пересечетесь с ней, то ли такой вот бедной несчастной, да. Опять же, это не один раз у нас выпадало в раскладе, да, что вот такие женщины, вот такие уловки, да, могут применять. Вот именно на жалость. Кстати, в одном из своих видео, да, я рассказывала, что вот что такое женские манипуляции, да, и вот это именно жалость, помощь, это как раз одна из манипуляций. То есть она попытается, но у нее особо не получится. Вы, возможно, поможете, да, и пойдете своей дорогой. А ей-то нужно большего, а ей-то нужно больше страстей. Что же будет дальше? Она не успокоится. Вот она не успокоится, она все равно будет придумывать, как с вами сблизиться. Причем здесь, смотрите, здесь в ход пойдут уже не только подружки, она как-то выйдет то ли на ваших друзей-приятелей, то ли это могут быть, знаете, вот совместные какие-то знакомые, может быть, вы работаете вместе. Опять же, у каждого будет своя ситуация проигрываться, но как-то вот мужчины, это могут быть реально вот общие знакомые, мужчины могут как-то вас свести. Опять же, это будет ее женская уловка, опять же, это будет что-то подстроенное, то ли встреча подстроенная, да, вот, но именно уже подстроят это мужчины для того, чтобы как-то вот вы пересеклись, для того, чтобы вы, ну, зароманили, так скажем, да. Что же будет все-таки дальше? Зароманите вы с ней или нет? Так, смотрите, поскольку у нас в раскладе выпало, что вы более такой серьезно ориентированный человек, да, что вам особо романы не подходят, да, то те из вас, кто в принципе не побрезгует, то может у вас с ней проиграться роман. Причем как-то вот одновременно будет, что и эта дама подкатит, и еще одна, да, вот вы будете выбирать. Вот блондинка, брюнетка, вот как-то вы будете выбирать. И это в вашу жизнь может войти. Но опять же появится и соперница для нее.
Это уже будет выбор зависеть исключительно от вас. Еще вы, возможно, даже будете ругаться, если она узнает, что у вас еще там какая-то дамочка подбивает клинья. Хорошо, давайте коротко посмотрим. Вот если у вас не будет роман, какой он будет? Насколько вам понравится этот роман или нет? Это будут крутые перемены в вашей жизни. Это будет очень активный, очень бурный, страстный роман, да, вот если кто из вас согласится на него. Это будут большие материальные затраты. Это будет даже влюбленность. Этот роман может перейти даже в отношения, когда вам будет хорошо, легко и комфортно. Когда вы с удовольствием будете бежать навстречу, когда вы, ну, реально вот влюбитесь как мальчишка. Но еще раз повторюсь, дама потребует большие финансовые затраты. И здесь как-то вообще ваш жизненный устой поменяется. Здесь поменяется вообще круговорот ваших жизненных событий. Вот если вы больше такой вот домосед, привыкли там, ну, чаще дома, либо же редко будете ходить, ну, ходите куда-то редко, да, то здесь вы наоборот, вы с ней такие будете виражи делать, абсолютно, знаете, вот причем, ну здесь реально, здесь падает, что эта женщина может стать вашей новой любовью, вот казалось бы, это всего лишь, да, какая-то там, ну не дурнушка, а, ну несерьезная, да, вот в начале расклада это такая динамщица, да, была бы. Но как-то у вас такой круговорот страстей будет, такие события начнут между вами развиваться, что она реально становится вашей вот любимой женщиной. Причем эти отношения будут взаимные, вот чувства взаимные, да, это будет такой, знаете, круговорот событий в вашей жизни, о которых, наверное, вы давно уже забыли. Вот как-то поспокойнее вот ваша жизнь сейчас, вот именно в плане страстей, в плане любви, вот именно эмоций касательно любви. Вы будете безумно ее ревновать, еще я вам скажу. Будете ревновать до такой степени, что, знаете, вот эта ситуация может проигрываться, когда проверяют телефоны, когда тотальный контроль. Вот вы будете, ну, просто как зеницу ока ее беречь. Вот эта дама, которая будет к вам клеиться, я думаю, вы ее отошьете восвоясь. Вот все-таки я склоняюсь к тому, что вы останетесь с этой женщиной. Вот это будет вам все-таки ближе по душе, да, вот у нас и десятка кубков выпала, то есть это абсолютная гармония. Это, знаете, вот реально состояние счастья, я бы это назвала. Вот верится кому-то из вас, не верится, но тем не менее. У нас и карта Солнца выпала, да, у нас и королева кубков выпала. Кто разбирается в Таро, понимает, о чем это. То есть, смотрите, ребята, какая ситуация проигрывается. Вот может реально у вас появиться такая женщина в вашей жизни, которая вроде бы так и несерьезно войдет в вашу жизнь, да, и она не рассчитывала, вернее, не будет рассчитывать, да, что у вас так все проиграется. Хотелось всего лишь прыгнуть в постель, но как-то так вы закрутите свой роман, что появятся реально вот взаимные чувства между вами. И здесь уже вы будете сами выбирать, жить вместе, либо же просто встречаться, да, каждый хозяин своей судьбы, но тем не менее довольно такая интересная особа. Дама, которая, казалось бы, была несерьезно, да, настроена, а окажется, что тоже влюбится по самое не могу. Давайте посмотрим, какой же все-таки интим у вас. Бурный, страстный будет, да? Ну, а как же еще? Вот у вас даже туз кубка выпал. Очень активный, вот если кому интересно, да, напоследок, вишенка на торте. Довольно такой интересный будет, знаете, интим, когда в чем-то даже, может быть, она будет доминировать, ну не то чтобы доминировать, она будет даже, может быть, больше активна в интиме, чем вы, то есть она не будет однозначно в позе бревна лежать, она будет такая страстная, активная, огненная, вы постоянно, возможно, даже будете, знаете, вот экспериментировать, это насколько здорово. Когда вы что-то обучаетесь, да, может быть, вместе учимся, давай попробуем это, да, потому что, ну, интим это тоже такая сфера, которую нужно постоянно совершенствовать, что-то пробовать, какое-то разнообразие, да, потому что одно и то же, но это все приедается, вы это прекрасно знаете.
Так что вас ждет такая вот головокружительная дама, которая, казалось бы, несерьезная, а на самом деле влюбитесь по самое не могу. Чего я вам всеми желаю. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и всем пока!